Дикая лошадь отчаянно звала на помощь. Ее тело намертво увезло в густой трясине, и казалось, что это конец, но никто даже представить не мог, чем все обернется дальше. На просторах, выжженной солнцем равнины у подножия каменистых утесов жила белая кобыла по имени Селена. Рядом с ней неуклюже семенил ее молодой жеребенок по имени Тайр. Каждое утро она учила его различать запах ветра, сухой полыни и далекой воды, не позволяя его любопытству переходить границы осторожности. Они шли вдоль пересохшего русла древнего ручья, где потрескавшаяся земля хранила следы ушедших дождей. Тайру нравился запах теплой пыли, редкие влажные пятна в глубине трещин и стрекот насекомых. Но однажды, знойным днем, он увлекся порхающими насекомыми и помчался к скрытому от солнца углублению склона, где мутная вода скапливалась в тени. Селена заметила его отсутствие не сразу. Но когда поняла, что жеребенка рядом нет, тревога мгновенно вытеснила спокойствие. Она поспешила по мягким следам копыт, слыша, как вязкая жижа тихо втягивает воздух у кромки. Увидев Тайра у самой границы топи, она ускорила шаг, но сделала это слишком резко. Передние ноги скользнули, и тяжелое тело мгновенно осело в трясину. Густая грязь обхватила ее живот и бедра, сжимая словно живые путы, и каждая попытка вырваться лишь тянула ее глубже. Тайр замер на твердом выступе, его глаза расширились от ужаса, и тонкий отчаянный крик сорвался с его губ. Селена фыркнула и дернулась, пытаясь повернуться, но вязкая масса не отпускала, не давая ни малейшего шанса освободиться. Неподалеку несколько диких лошадей из стада настороженно подняли головы, выглянули из-за редких кустов, но, повинуясь древнему инстинкту избегать опасности, быстро скрылись. Солнце поднималось все выше, и полуденный жар ложился на неподвижную поверхность трясины, словно тяжелое покрывало. Мать и жеребенок остались одни в густом, застывшем воздухе. Время тянулось медленно и вязко, как сама грязь. Дыхание Селены становилось прерывистым. Веки тяжело опускались от усталости и безысходности. Тайр метался вдоль берега, не понимая, как помочь. Его голос срывался в надрывный крик. Селена понимала, что чем сильнее она борется, тем глубже увязает. И вскоре она перестала дергаться, лишь смотрела на жеребенка, словно прощаясь без слов. Тайр лег на теплый песок, вытянув тонкие ноги. Его глаза блестели от слез, полные беспомощной привязанности. Селена медленно моргнула, будто пытаясь его успокоить, и закрыла глаза. В этот момент далекий гул нарушил тишину. Низкий рокот двигателя прокатился по равнине, поднимая облако пыли. Тайр вздрогнул, насторожил уши, почувствовав, что надежда может быть близко. Из-за холма показался старый внедорожник. Двое инспекторов природного заповедника возвращались к своей базе после обхода территории. Тайр выбежал на колею и остановился прямо перед машиной, дрожащий, но решительный. Его взгляд был устремлен вперед. Водитель резко затормозил. Второй мужчина приоткрыл дверь и огляделся, не видя поблизости стада. Только одинокого жеребенка. Водитель кивнул, но Тайр уже сорвался с места и помчался вперед, постоянно оглядываясь, словно зовя за собой. Люди поняли, что он хочет, чтобы они последовали за ним. Машина медленно двинулась следом, ориентируясь на свежие следы. Вскоре через редкие кусты перед ними открылась трясина. Посреди нее виднелась голова Селены. Инспекторы переглянулись лишь на мгновение, затем быстро оценили ситуацию, плотность грунта и возможные риски. Они решили действовать, хотя понимали, что в округе могут быть хищники. Один открыл багажник и достал снаряжение, веревки, ремни и набор для временного усыпления. Второй вынул широкие щиты, складную лопату и металлические колья.
Первым шагом стала осторожная седация, чтобы не вызвать паники. Затем они начали укладывать щиты, создавая устойчивую дорожку по вязкой поверхности. Тайр сидел у края, не сводя глаз с матери, иногда переводя взгляд на людей, словно одновременно умоляя и доверяя. Один из мужчин закрепил страховочную веревку и осторожно шагнул на щит. Грязь дрогнула, но уже не затягивала. Второй наблюдал со стороны, готовый помочь в любую секунду. Ремень аккуратно провели под грудью кобылы, избегая шеи, чтобы не навредить. Его надежно закрепили и дали сигнал тянуть. Конец тросса закрепили за автомобилем, двигатель загудел, колеса начали медленно вращаться, веревка натянулась, и тело Селены стало постепенно выходить из трясины, оставляя за собой глубокую борозду. Грязь разлеталась в стороны, покрывая щиты и обувь людей. Но движение продолжалось, пока она не оказалась на твердой земле. Она лежала неподвижно. Ее дыхание было слабым, но ровным. Тайр подошел и осторожно коснулся ее морды, прижавшись рядом. Инспекторы полили ее водой из канистр, смывая густую грязь, проверили дыхание и пульс, сделали записи. Рядом оставили свежую траву и немного плодов, чтобы знакомый запах помог ей прийти в себя. Осмотрев окрестности, они вернулись к машине. Напряжение постепенно сменилось спокойствием. Через несколько минут дыхание Селены стало глубже. Ее ноги слегка дрогнули, уши шевельнулись. Она сделала глубокий вдох и медленно открыла глаза. Ее взгляд остановился на Тайре. Он вытянул шею и осторожно лизнул ее морду. В ответ раздалось тихое фырканье, словно сама равнина ожила. Селена неуверенно встряхнула гривой, принюхалась, убеждаясь в безопасности. Инспекторы переглянулись и улыбнулись, больше не вмешиваясь. Она вылизала шею жеребенка, вдохнула его запах и мягко его успокоила. Когда слабость немного отступила, она заметила оставленную пищу, осторожно подошла и начала есть. Тайр ел рядом, время от времени поглядывая на людей. И его уши подрагивали, словно он начинал понимать, что люди могут быть добрыми. Затем Селена посмотрела в сторону своего стада и решила уйти. Пока ветер не сменился, мать и жеребенок обернулись. Их взгляды на мгновение встретились с людьми. Словно тонкая нить связала два мира. Инспекторы устало, но с облегчением улыбнулись, понимая, что в этот день они оказались на стороне жизни.